Всем привет! Вот в таком мы живописном месте сегодня. Да, сегодня мы настроились, решили и запланировали, что мы поедем в Баварский лес, Да. потому что он находился не так далеко от нас, всего лишь 2,5 часа езды. И посмотрите, какая красота, просто невероятная. Это очень круто. Этот мох, который покрыт вообще везде, камешки, деревья, невероятно. Самое прикольное, когда вы вообще гуляете, это то, что вы можете идти и случайно встретить просто такой подвесной мостик, через который течет ручеек, камешки, вообще невероятно. Ну прикиньте, вы просто живете в этом месте рядышком и просто вышли на прогулку среди этого леса. Вот, можно увидеть такую бабусечку, которая идет просто гуляет с собакой по этим невероятным красотам. Дим, И ты... она тут, наверное, каждый день гуляет по пару раз. Да, точно. прикиньте. Дим, ты бы хотел тут жить? Ну, конечно, я и хочу в горах жить или у моря, ну, как и множество людей. Вот выбирай, где бы ты хотел жить, у моря или в горах? Ну, пока больше возможностей в горах жить, поэтому... Потому что здесь очень холмистая местность и очень много гор, поэтому у нас возможность такая есть. Да. Я, кстати, всегда стремилась жить ближе к водичке и к морю. Почему-то меня зов моря. Ну, ты ж водолей, Ну, а я ага. кто? Дима тоже морское животное. Рачок. Да, ну только у тебя стихия воздуха, у меня вода. Но если честно, тут кинематографичное все. То есть Да. вот так вот, если снимать фильм, то вот даже корни деревьев, то есть тропинки, они очень выглядят, ну вот реально как фильм можно снимать. Вот, в таких соснах невероятных вообще можно раствориться и заблудиться немножко. Да-да, хоть сумерки снимай. Да, Признайся, ты сейчас в волчару превратишься, конечно. а я вампирша. Сейчас буду бегать со скоростью света. Блин, классно. А давай, короче, снимем, как мы бежим, и потом в слоумо, типа, мы быстро бежим. Ну я все Ну, понял, как что ты сказала. Ну, как в «Сумерках». Кто смотрел, ставьте лайк. Как раз время для Ой, сумерок. смотрите, тут лавочка есть. Вообще, просто присядь, отдохни. На велосипедах можно даже поездить. Посмотрите, какая она крутая, особенно осенью. Да, Дима особенно обожает лавочки, да, отдыхать на них. но только она немножко влажная. Ну, ничего страшного. И посмотрите, какой вообще на деревьях мох. Просто он повсюду, этот мох. Наверное, возле реки. И он очень кинематографичный. То есть он прям такой насыщенный. Угу. И Мне он тоже тут очень даже нравится. до вершин деревьев достает этот мох, до некоторых. Дима, ты умеешь по моху ориентироваться? Ну, возможно, да. Посмотрите на этот ручеек вот со стороны. Просто что-то с чем-то. Ручеечек. Кайф. Угу. На самом деле это только начало Баварского леса, маленькая часть, потому что если брать центральный парк, на машине от нашего местонахождения туда ехать час, но так как у нас пока нет такой возможности, если добираться поездом, то это 4,5 часа, поэтому я нашла просто вот так по карте, тыкнула пальцем, где красиво, там нашла и такая, 2,5, это наш вариант, потому что 4 часа туда, 4 обратно, это уже полдня. Смотрите, какое дерево. Чисто живой мостик, который создан природой. Ну, конечно, по нему ходить, наверное, очень опасно. Мне это напоминает какую-то сказку. Знаете, мы сейчас в Германии, Гензель и Гретта, что мы сейчас найдем какой-то пряничный будиночек, где сможем откусить кусочек. Посмотрите, какие грибы невероятные. А вот, смотрите, что это вообще?
Вообще неизвестно, что это такое. По поводу грибов, мы с Димой когда-то брали в магазине несколько раз. Я думал, ты скажешь по поводу грибов, обращайтесь. Нет, мы с тобой брали в магазине несколько раз, и на самом деле они мне безвкусные. Когда мы брали в Украине лисички в обычном магазине, они были намного насыщеннее вкус. Я не знаю, может это нужно какое-то определенное место или, ну короче, как-то очень странно. Хотя тут такая влажность, по сути. Короче, я решила не лезть по мостику, который создала природа. Опять грибы! Ничего себе. Посмотри, какой мухомор красивый. Да. Вау. Я думал, их важно есть побольше. Ну, я знаю, что есть некоторые мухоморы, которые... Ладно, не буду пропагандировать. Блин, какие они красивые. Честно, никогда не... Наверное, только в детстве собирала грибы. Ну, просто их видеть, это очень красиво. Ну тут их по окружности вот реально очень много. Вот они растут везде. Тут маленькие грибочки. Маленькие, Побольше, высокие. разные. Я в шоке. Самый красивый это вот этот. Ну это да. Прям запах такой грибной. Грибной инфекции. Мы как-то смотрели передачу, или я смотрела, уже не помню, что люди насобирали грибы, пожарили их, съели, и потом там чуть ли не до летального исхода, так что поаккуратней. Ну, некоторые виды можно вымачивать, тогда часть вот этих токсинов или ядов выходит из них. Да. Тут, кстати, вот мы не одни. Тут ходит довольно-таки много людей этими Да. тропиночками. Специально приезжают сюда. Вот такой столик. Смотрите, какой красивый столик. Каменный, полностью с камня выпилен. Капец. Ну все для людей, все. Да, вот так вот сидишь у ручейка, кайфуешь, наслаждаешься. Мы нашли маленький водопадик, очень прикольный. Посмотрите. Ну это разве не чудо природы вообще? Этот шум водички, звук леса, запах такой свежести, елки. Прям так дышится очень легко. Даже несмотря на то, что тут ходит много туристов и людей, я ни разу не увидела здесь мусора. Ни одной бумажечки. Ни Да, одной... тут его вообще в принципе тяжело увидеть, этот мусор. Да. Потому что просто не мусорят. Мне кажется, потому что люди социально ответственны. И они понимают, что не надо мусорить там, где ты живешь, и ходишь, и гуляешь. Да, нам, конечно, надо поучиться у них. Сидишь, кайфуешь, наблюдаешь за такой красотой. Эти звуки водопадика, они вдохновляют, о чем ты думаешь, кайфуешь. Мы такое любим. Вот так вот зачилиться, кайфануть. Это Можно оно. стихи о любви писать, да, Дим? Да. Ну я обычно не стихи пишу, а песни. Тут маршрута нет. Вот это тут красота, конечно. Мне здесь однозначно нравится. Водичка такая прозрачненькая. Да, одобряю. Лайк, подписка. Хорошо? Ну и можно комментарий. Вы сейчас можете наблюдать маленькую плотинку. Мне кажется, я не знаю, в рабочем она состоянии или нет, но такое чувство, что ее строили очень-очень давно, потому что просто деревянные палки защищают от воды. И там даже немножко она протекает.
Но это вообще прикольно. Так идешь, раз плотину увидел, встретил. Лавочки тут стоят. Вообще прикольно. Такой мостик очаровательный. Такое чувство, что тут на маленьких каретках проезжали мимо. Мы сейчас прошли через плотину, идем по другой стороне озера. Ой, или ручейка, вон, посмотрите. Вот там вот мы ходили по низу. Какая трава тут интересная. В ручейке. Прям так красиво она. Опа, опа. Это происходит для невероятного кадра. Да, тут, конечно, совсем другая местность, уже все просто такой ламинарный поток, я его называю, потому что он очень спокойный, тихий. Ну, вы кадр увидели сейчас, как он выглядит. Конечно, мутноватая немножко водичка, но зато хотя бы увидели, что там вообще находится. Дим, какой это мостик по счету? Ну, я не знаю, примерно 6-й или 5-й, ну, если с дамбой считать. Ну, смотри, тут, наверное, на машинах даже можно ездить. На машинах? Ну да, посмотри на ширину его. Прикольно. Надо было сюда на тачке приезжать. О, тут можно вниз спуститься. И пойти в лес. А тут как будто такой парк. Да, но А это там я внизу парк лес. назову. Да, это чисто такой чил-парк. Да, прогулочный. Гляньте, реально на машинах можно заезжать. Может, это в кафе? Это может. Гляньте, какая ширина. Оказался меньше. Прям как Димон рост. Да, такое. Он бетонный. Вот, он его, смотрите, построили в том году всего лишь. Полностью бетонный мост. 2024 написано. Ну что, дошли мы до финальной точки. Она выглядит, конечно, очень красиво. Смотрите Мгм. сами. Вид сверху. Сейчас осень, и так, Да, деревья уже начинают красиво. да, начинают красками заливаться. Вообще очень красиво. Вот этот карьер, там что-то добывают, скорее всего, камень какой-то, потому что оттуда шумы такие громкие. Мгм, мгм. Такие холмы, а на холмах лес, это еще больше такой загадочности. Да, вон машинки, как муравьишки. Да. И еще утром, сейчас день, а утром еще туман был. А туман это вообще настолько невероятно. И я ехала, ну, мы ехали на автобусе, и мы видели лес, туман и гарбузы лежат. И вообще так прикольно Да. смотрелось. Тыквы, кто не понял, что такое гарбузы, ну ничего страшного. Гарбуз рулит по сравнению с тыквой. Всем спасибо за просмотр, Всем оставайтесь с спасибо. нами. Как вам такой формат, если он зашел? Пишите комментарий, будем снимать подобный Мгм. формат. Всем удачного дня. Пока. Пока-пока.